Глава 204. Селянь, что пробудить Цзюнь-У, словно чем-то обеспокоенный, долго раздумывал, прежде чем сказать, что случилось, Синьлэ. «Почему ты вдруг спросил о своем наставнике? Ты с чем-то столкнулся на горе Тунлу?» Это как-то связано с ним, Селянь, вспомнив, зачем обратился к Цзюнь-У, собрался все подробно рассказать, потом задавать вопросы, но вдруг с той стороны послышался шум и голос владыки. «Я вижу горных чудищ, о которых вы рассказали, и впрямь необычайные. Сражусь с ними, а потом мы вернемся к разговору. Но раз уж Синьлэ спросил, советую запомнить одно: твой наставник не так прост. Если в самом деле встретишься с ним, проявляй тысячекратную осторожность». Затем в сети духовного общения воцарилась тишина. «Владыка!» — позвал Селянь. Но Цзюнь-У не ответил. Сражаться с горными чудищами было крайне непросто, а когда все трое нападали разом, тем более. Даже Селянь, имея бесконечный источник магической силы и управляя достающей до небес громадной статуей, не смог справиться с ними. И Цзюнь-У в одиночку наверняка придется потрудиться. Принц коротко пересказал Хуачину содержание разговора с владыкой. К тому моменту они остановились на широкой улице. В небесах над ними сквозь черные тучи едва проглядывала луна, и в ее холодном свете смутно угадывались подобные черному дыму твари, похожие на капли туши, упавшие в чистую воду. Это и были озлобленные духи, которых безликий Бай перебросил сюда из храма Уюна. Они пока не могли проникнуть на территорию столицы, поскольку аура Сына Неба в императорском дворце и ореол вокруг храмов, установленных на разных улицах города, объединяясь, формировали серьезный защитный барьер, который естественным образом отталкивал такое количество темных существ. Поэтому им только и оставалось, что блуждать в вышине над столицей. Почти каждый город обладал такой же защитной аурой, ведь практически везде рождались выдающиеся личности или невероятные божества, и получалось, что они освещали землю, на которой жили. Но такой барьер не сможет стоять вечно. «Нужно всего лишь укрепить существующую защиту», — сказал Хуачен. «Но как это сделать, талисманы? Артефакты?» — предположил Селянь, и тут же сам возразил: «Боюсь, они не сработают». Озлобленные духи накрыли все небесное пространство над городом. И никакие талисманы или артефакты не выдержат натиска, если только их немногие и многие тысячи. Пройдясь туда-обратно, Селянь произнес: «Сань Лан, у меня есть идея, как укрепить барьер. Но понадобятся люди». «Сколько? Очень много. Чем больше, тем лучше, как минимум 5 сотен. Живых или мертвых?» Он слушал со всей серьезностью и нисколько не шутил. «Живых», — ответил Селянь. «Демоны не подойдут. Мне нужно воспользоваться человеческой решимостью и энергией Ян, чтобы прогнать духов. Раз так, получается, нужны добровольцы». «Да. Они должны согласиться помочь добровольно, и к тому же с намерением дать отпор врагу, защитить кого-то. И если в их сердце останется страх или не достанет внутренней ци, духи могут прорваться, воспользовавшись этой слабостью». Хуачен слегка кивнул и заметил: такие, как солдаты, сражающиеся на передовой, они должны более всего желать победы и нести в сердце веру. Принужденные или стремящиеся отступить, не имеющие ни капли воинского духа, не победят никогда. Только сбегут с поля битвы и будут разбиты в пух и прах. Именно это я имею в виду. «Сань Лан, ты сможешь найти таких людей?» Задумавшись ненадолго, Хуачен медленно произнес: «ГГ, если бы тебе понадобились мертвые, я бы привел их сколько угодно. Живых, но не желающих помочь, отыскать тоже легко. Но чтобы добровольцев, это может оказаться непросто». Помолчав, он добавил: «В мире людей действительно немало тех, кто поклоняется князю демонов. Но мне прекрасно известно, что, во-первых, они испытывают ко мне страх, во-вторых, чего-то от меня хотят, поэтому готовы покориться мне во всем. Я мог бы привлечь их угрозами или обещаниями, но боюсь, что таким способом мы не найдем людей, которые тебе нужны. Прости». Селянь внимательно выслушал и сказал: «Тебе ни за что просить прощения.
Мы вместе придумаем, как их найти. Да. И, кстати, ГГ, есть хорошая новость. В 50 шагах впереди, за углом, как раз собралась толпа. Селянь тоже почувствовал чье-то приближение, а, посмотрев в указанном направлении, увидел выворачивающую из-за угла группу людей. Только заприметив Селяня и Хуачена, они от страха заорали «Демоны!». Но принц, приглядевшись внимательнее, узнал их и радостно позвал: «Господа, мы вовсе не демоны, это же я». Среди людских одеяний пестрели самые разнообразные монашеские и заклинательские одежды, очень знакомые глазу, а впереди всех в разукрашенной даосской рясе выхаживал всевидящий глаз. Выходит, за ним целой вереницей следовали те самые монахи и заклинатели, что без устали гонялись за ослабшим князем демонов и наследным принцем, и которых придавило крышей в разбойничьем гнезде, устроенным цижуном в диких горах. Из-за спины Селяня, заложив руки за спину, беззаботной походкой вышел Хуачен. Сейчас он уже вернулся в свою истинную форму, и потому как бы между прочим глянул на толпу с жутковатой ухмылкой, отчего вся шайка всевидящего глаза отшатнулась на 3 с криком: «Все еще будешь утверждать, что вы не демоны?» Демоны и есть. А один из вас, еще и князь демонов. Хуачен стер с лица фальшивую улыбку и раздраженно цокнул языком, поленившись даже комментировать. Селянь же, который как раз собирался искать добровольцев, торопливо замахал рукой: «Господа, вы как раз ко времени, есть одно дело». Но кто бы мог предположить, что стоит Селяню вскинуть руку, и реакция напротив окажется ярче ожидаемой в несколько раз. Все как один, заклинатели и монахи, бросились на землю, словно в ожидании опасности, с криками: «Берегитесь тайного оружия!». Принц долго раздумывал, прежде чем вспомнить, что за тайное оружие они имеют в виду. Помолчав, он попытался убедить их: «Не нужно меня бояться, при мне нет никакого оружия». Фрикадельки непорочности не так-то просто приготовить, одна только кропотливая нарезка всех ингредиентов занимала большую часть дня. Кроме того, добавил Селянь, в прошлый раз вы сами не оставили мне выбора, да и я ведь не нанес вам серьезного вреда, а теперь и подавно не нанесу, за ненадобностью. Монахи задумались, поняли, что он прав, и поскорее поднялись на ноги. И все же, охлопывая себя от пыли и поправляя одеяние, они держались на расстоянии, да и свое магическое оружие опускать не спешили. Первым заговорил всевидящий глаз: «К слову, Даатьшан, мы так давно не виделись, но демонической ци на твоем теле стало еще больше. Послушай совет, вернись на праведный путь, пока еще не стало поздно». «И почему эта ци так сильно тебя захватила?» «Я вовсе не стремлюсь тебя обмануть, из-за присутствия этой ци я почти не вижу твоего лица». Селянь от услышанного залился краской и, не смея взглянуть на Хуачена, перебил: «Об этом поговорим потом. Господа, глядя в ночное небо, я обнаружил неблагоприятное знамение». «Вы ничего не замечаете, конечно, мы тоже видим», — ответил всевидящий глаз. «Наблюдение за ночными светилами — наша обязательная каждодневная тренировка. А я ведь еще сказал, что это за нечисть строит людям козни. Неужели замешан Хуа, господин градоначальник? Конечно, это не он, иначе мы бы не стали вас предостерегать. Мы здесь из-за этих тварей и как раз ищем способ усилить защитный барьер вокруг столицы». «Вы ищете способ?» С сомнением переспросил заклинатель. «Князь демонов может проявить столь благое стремление». Хуачен широко улыбнулся: «Благие стремления тут ни при чем. Но если бы я хотел что-то натворить в императорской столице, никакой барьер не смог бы меня сдержать». На лицах монахов и заклинателей отразились раздумья. Селянь понимал, что их опасения развеять не так-то просто, и торопить не собирался, вместо этого сказал: «Мне приходилось сражаться с теми тварями. Они весьма коварны, и если позволить им прорваться сквозь барьер, случится ужасный переполох. Поэтому необходимо отыскать людей, которые помогут дать тварям отпор. Понадобится 500 человек». Всевидящий глаз так и опешил: 500 человек. Что это за заклинание, для которого нужно так много народу?
Никогда о таком не слышал. Селяню стало даже неловко говорить им, что 500 человек — это самое меньшее количество. На самом же деле, если не скромничать, понадобится около 8 сотен. Заклинатели и монахи наперебой посыпали вопросами, и я о таком никогда не слыхал. Кто-нибудь находил записи об этом в книгах о заклинательстве? Неужели эти твари настолько сильны? Мне приходилось слышать, чтобы оборотни съедали по 500 человек за раз, но чтобы для заклинания потребовалось столько людей, это опасно. Подумав как следует, Селянь ответил честно: нельзя сказать наверняка. Возможно, опасно, а возможно, что нет. Вероятность успеха 7-8 из 10. Поскольку я никогда еще не пробовал это заклинание на практике. В записях, оставшихся от предыдущих поколений, такого заклинания тоже не найти, ведь его Селянь узнал не из книги или от какого-то мастера. За эти 800 с лишним лет принц ходил по свету и постоянно размышлял, и если однажды поветрие ликов вернется, неужели останется только сидеть в ожидании смерти? Так и родилось это заклинание. Тогда Селянь вовсе не думал, что когда-нибудь ему действительно придется столкнуться со столь серьезной опасностью, и не предполагал, что понадобится применить придуманную им технику по-настоящему. Толпа заклинателей зашумела, обсуждая проблему, но в итоге всевидящий глаз с осторожностью заявил: нам не собрать столько людей. К тому же, они не доверяли Селяню и Хуачину. Тут принц ничего не мог поделать, все-таки эти люди не представляли, что такое поветрие ликов, насколько оно опасно. Кроме того, каждый имел личные счеты с Хуаченом, который наверняка не раз забавлялся над ними, как над безмозглыми насекомыми. Возможно, они смогли бы всеми правдами и неправдами насобирать 3-4 сотни, а остальных взять еще где-нибудь. Но, похоже, никакой надежды на их помощь не оставалось. «ГГ, не трать на них время, идем», — сказал Хуачен. Селянь кивнул, но не отчаялся, и направился прочь следом за Хуаченом. Однако всевидящий глаз и остальные вовсе не отстали, а покрались следом, полагая, что их никто не замечает. Селянь не нашел, что на это сказать, но все же решил, что заклинатели поступают так из лучших побуждений, боясь, что принц и демон задумали навлечь на столицу беду. Поэтому лишь посмеялся и не стал им мешать. Тем временем Хуачен предложил: может, пойдем туда, где живут бедные горожане. Там немало беглых преступников и отчаянных людей, возможно, удастся найти добровольцев. Поэтому они направились в самый темный уголок императорской столицы. Добравшись до заброшенного и порушенного храма, они заглянули внутрь и увидели на полу множество спящих людей, кто-то даже ночевал снаружи. Похоже, какие-то бродяги, а может, попрошайки. Даже в такой холод почти все они были одеты в лохмотья. Не стесняясь друг друга, вместе спали и мужчины, и женщины, и дети, и старики. Кто-то занял старую циновку, кто-то обнимал сноп соломы, чтобы согреться, а кто-то просто лежал на голой земле. Некоторые бодрствовали, и если не стонали от гноящихся язв на теле, то с щелчками давили пойманных на себе жившей. Один из них все бродил туда-сюда на хромой ноге и, кажется, носил чашку с водой для больного товарища. Уже на пороге от жуткого запаха пота и омерзительной вони хотелось задержать дыхание. Поразительно, но самые богатые районы, утопающие в роскоши, и самые бедные, грязные и разрушенные, располагались так близко, их отделяла всего одна улица. От такого сравнения любой бы так и ахнул, но у Селяня, конечно же, на это не было времени. Едва переступив порог, он воскликнул: «Господа, не согласитесь ли мне помочь?» Вместо ответа тут же услышал: «Лысый черт тебе помощник. Кто бы мне помог? Дай людям поспать». «Проваливай, пошел», но Селянь, нисколько не обижаясь, продолжил: «Это очень важное дело, и если вы согласитесь протянуть руку помощи, то непременно сотворите великое благо для всех людей». Вообще-то он хотел сказать: непременно получите великое вознаграждение, и, конечно, был готов их наградить, но если эти люди с самого начала решат помочь ради великого вознаграждения, их помыслы нельзя будет считать чистыми. Нищие бродяги забранились еще громче: «На кой черт нам творить великое благо для каких-то людей?» А кто-то спросил:
За это заплатят. Селянь обернулся к Хуачину и заметил в его взгляде недобрый блеск, словно тот уже вознамерился применить иные, более жесткие методы убеждения. Принц поспешил удержать его и прошептал: «Подожди. Сань Лан, ты сам говорил, что угрозами и обещаниями нам не достичь нужного результата. Я поговорю с ними. Здесь человек 80, хоть кто-то да согласится». Лишь тогда жутковатое сияние в глазах Хуачена погасло. Тут послышался чей-то хриплый голос: «Эй, эй, эй! Послушайте все! Послушайте! Не шумите! Пусть сначала расскажет, в чем дело». Селянь обернулся и увидел говорящего хромоногого попрошайку, в отрепье, нечесанного и неумытого, худого как тростинка. Из-за спутанных волос невозможно было разглядеть его лица, но по голосу казалось, что он довольно молод. Он замахал рукой, чтобы привлечь к себе внимание людей в храме, но почему-то только одной, что выглядело несколько комично. Брань тут же поутихла, похоже, другие нищие и впрямь прислушивались к нему. «Благодарю», — сказал Селянь и, не тратя понапрасну слов, зажег пламя на ладони. Огонь взвелся высоко под своды храма. От страха бродяги и попрошайки громко завопили, разбудив даже крепко спящих. «Что это за колдовство?» «Это не колдовство, а божественная магия», — серьезно ответил Селянь. «Чтобы доказать вам, что все поведанное мной правда. Скажу вам как есть, случилось вот что. Сейчас столица окружена множеством темных тварей, которые вот-вот на нас нападут. Мне нужны 500 добровольцев, которые согласятся поучаствовать в защите города. Кто-нибудь хочет помочь? Не скрою, это может быть небезопасно, но ни в коем случае не заставляю, нужно только добровольцы». В разрушенном храме воцарилась полная тишина. Попрошайки стали переглядываться, но ни один не вышел на зов, не сказал, что добровольно желает помочь. Спустя какое-то время раздался голос: «Защищать столицу». «Да бросьте». Селянь повернулся к говорящему, а тот, улегшись обратно на землю, пробормотал себе под нос: «Столицы до нас нет дела, хе-хе, почему мы должны ее защищать? Пусть делают с городом, что хотят, мне нет никакого дела». В его равнодушном тоне все же слышалось негодование, и Селянь не мог не понять такой ход мыслей. Тут-то и крылась самая главная проблема. Очевидно, что в храме собрались такие же попрошайки и бродяжки, как этот человек, а значит, и думали они практически то же самое. В столице им жилось не сказать, что очень хорошо, и к тому же никакого вознаграждения не пообещали, с чего вдруг они должны прийти на помощь. Они умирают от зимнего холода, даже спрятавшись в храме. Кому захочется покидать нагретое место, Селянь попробовал использовать последний аргумент: если эти твари ворвутся в столицу, произойдет вспышка страшной болезни, и в итоге это коснется каждого из вас. Лежащий на земле старик воскликнул: «Какая болезнь может быть страшнее, чем старые язвы, которыми я весь покрылся? Если и правда разразится недуг, ну что ж, значит, мы просто покинем столицу. Ведь не обязательно оставаться здесь, ничего хорошего в этом городе нет, нам все равно, куда идти, пусть на помощь придут те господа и богатые дамы, которые живут в роскоши и блюдут свое достоинство. Кто-нибудь да согласится, почему именно мы должны это делать?» Ну, Селянь не мог им объяснить, что господа и богатые дамы, о которых они говорят, тоже подумают: если я не соглашусь, наверняка согласится кто-то другой. К тому же богачам, пустившим корни в столице, есть что терять, и они как раз будут держаться за свое имущество и состояние гораздо сильнее. Дело не в том, что это плохо или неправильно, вовсе нет. Но если каждый будет так думать, они никогда не смогут совершить задуманное. Так и не дождавшись добровольцев, Селянь решительно произнес: «Ну что ж, простите за беспокойство», затем развернулся и вышел из храма. Хуачен сказал ему: «ГГ, не стоит беспокоиться, с моей стороны тоже ищут людей. Я разослал весть, и мы наверняка соберем достаточное количество». Селянь кивнул. Впрочем, он беспокоился не о том, что они не смогут собрать 500 человек, а о том, что им не хватит времени, а собирая людей просто для ровного счета, они достигнут противоположного эффекта.
Принц посмотрел на небо, где черная неуловимая дымка все так же заслоняла звезды и луну. И вдруг позади раздался голос: «Подождите! Подождите, подождите!» «Я согласен», — Селянь застыл и рывком обернулся, увидев, как тот самый хромой попрошайка, подтаскивая ногу, перепрыгнул через порог храма и обратился к ним: «Каковы требования к добровольцам?» «Живой и ладно. Не страшно, если руки-ноги сломаны». Оказалось, что этот человек так нелепо двигается, потому что у него не только нога, но и рука искалечена, повисла и безвольно болтается в рукаве. Когда кто-то наконец вызвался помочь по собственному желанию, сердце селяня обдало жаром, он тут же заверил: это совершенно не имеет значения. Тот человек оказался довольно приветливым, он воскликнул: «Ну вот и славно! Захватите меня!» Вся его братья из храма перепугалась: «Ты чего? Не слышал, что они сказали? Это опасно». «Вот именно. Еще и денег не заплатят. Ни разу о награде не обмолвились. Не впутывайся ты в это дело, старина ветер, вернись». С самого начала этот человек показался селяню очень знакомым. Но принц решил, что такой образ слишком далек от того, что остался в его памяти, да и голос был хрипловатый, не совсем похожий, поэтому селянь не узнал его. Но стоило кому-то позвать ветер, и на принца снизошло озарение. Селянь пристально вгляделся в попрошайку и, не веря своим глазам, произнес: «Ваше превосходительство! Повелитель ветров!» Попрошайка, посмеиваясь, убрал с лица спутавшиеся волосы. «Вы узнали меня, ваше высочество?» Из-под грязных черных волос показались яркие-яркие глаза, такие же светлые, как и прежде.